Зацените, что нашел. Это мини-мини PC размером с яблоко. Да и по цвету похоже. Этот мини-ПК справляется с простенькими играми и, в принципе, тянет YouTube, даже 4К. Заинтересовал? Переходим к распаковке. Коробка больше напоминает коробку не от мини-PC, а скорее от какого-нибудь телефона. Давайте-ка достанем мини-PC, посмотрим, что в нем написано. Тут есть серийник, информация модели, название и входные токи для блока питания. Из разъемов HDMI 2 USB 3.0, Type-C для зарядки, SD-карта, 3,5 джек и кнопка включения. Наверху расположен маленький вентилятор. Так, что еще в коробке? Блок питания с китайской вилкой. Type-C-шный. 24 ватта. Переходник на европейскую вилку. И в коробке осталось шнур HDMI, инструкция и, так понимаю, сертификат качества, что его проверили, ну хотя бы на включение. Посмотрим инструкцию поближе. Это на китайском. И на английском языке. Я разобрал мини-ПК. Под ножками находятся винтики. Кстати, пломбы были уже повреждены. Это не я повредил, когда отдирал ножки. Под верхней крышкой находится слот для SSD. Порт NVMe-шный, но SSD подключен SATA-шный. Корпус больше ничего не держит, и его можно снять. Там единственное, что он зацепится за кнопку. Материнская плата выглядит следующим образом. Она разделена на две части. Одна часть нужна чисто под NVMe и SSD. А вот на нижней находится процессор, распаянный Wi-Fi модуль, HDMI и память с кулером. Я дальше не разбирал, так как у меня попросту нечем открутить эти ножки. И еще на материнской плате заметил посадочное место для NAND-чипа. Скорее всего, еще есть комплектация этого мини-ПК, у которого распаяна постоянная память. А теперь плавно переходим к его характеристикам. Сердцем мини-ПК является процессор Intel Celeron J4125, 10-ваттный, из примерно конца 2019 года. У него 4 ядра, 4 потока. Кэша L3 нету, как и нет AVX инструкций. Это как раз таки из того времени, когда Celeron не обладали AVX инструкциями. На материнской плате распаяно 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4 с частотой 2133 МГц. Во вкладке о материнской плате вообще ничего интересного, поэтому переходим к синтетике. Cinebench R23 в мультипотоке процессор набирает 1292 балла, а в однопотоке 441 балл. В Geekbench 6 результат следующий: 369 баллов в однопотоке и 1034 в многопотоке. А встроенная графика Intel HD 600 набирает 1114 баллов в OpenCL и 1468 баллов в тесте Vulkan. Всю синтетику я выписываю в Google таблицу, чтобы потом можно было сравнить ее с тестами других мини-ПК. Ссылка будет на нее в описании. Переходим к классическому тесту YouTube. 4К 30 кадров. Мини-ПК справляется без каких-либо проблем. А вот с 4К 60 кадров все не очень-то и гладко. В самом начале выпадали кадры достаточно активно. Видос шел как будто бы с небольшими подтормаживаниями. Но где-то после третьего видоса подтормаживания ушли и видео отыграло вполне плавно. Не покидаем браузер раньше времени и посмотрим, как тут работают веб-игры. С ними он справляется достаточно неплохо. На самом деле машинки должны ездить поплавнее, в любом случае вы можете это глянуть сами, перейдя по ссылке в описании. Я работал над этой игрой, поэтому минутка самопиара. По аналогии с Мурком я решил для слабокомпов добавить тест в виде страницы Дзена. Дзен, считай, самый тяжелый сайт Рунета, поэтому на него интересно глянуть. И как можно заметить, мини-ПК с ним справляется средне. Это не отлично, это неплохо. Вполне себе его можно полистать, превьюшки прогружаются достаточно быстро. В общем, сойдет. А еще призываю вас подписаться на меня на Дзене. Мне не хватает пары подписчиков, чтобы мой контент начал продвигаться на Дзене. Да и в принципе, подписывайтесь на меня, впереди нас ждет еще много чего интересного, связанного с мини-ПК, с ноутбуками, с игровыми консолями и еще разной периферией. Давайте глянем, как он тянет хотя бы простенькие игрушки. Это Stalker Зов Припяти, средней настройки графики Full HD. Освещение статическое, на посадке Скадовск ниже 30 кадров. Сейчас выберемся на улицу, там уже что-то в районе 45. В перестрелках бывают просадки ниже 30,
Но это не каждую перестрелку, это вот я походил и прям нашел самую тяжелую. Перейдем к GTA San Andreas. Разрешение Full HD, настройки перед вами. Устроим замес и посмотрим, что у нас будет с кадрами. Стабильная 30-ка. Единственное, что происходит просадки ниже 30, когда появляется пар на экране. Перейдем к еще одной офисной игрушке. Майнкрафт. Видимость 5 чанков. Разрешение Full HD. Играется без каких-либо проблем. И это Java-версия. Заглянем еще в одну песочницу, попроще, под названием Terraria. Разрешение 720p, низкие настройки графики и ретро-освещение, потому что на классическом игра выдавала меньше 30 кадров, еще включен плавный пропуск кадров. При таких настройках получаются стабильные 60 кадров. На удивление, Terraria оказалась тяжелее, чем Minecraft. Я, кстати, такого не ожидал. Я всегда думал, что Terraria менее требовательная, нежели Minecraft. Следующая игра Counter-Strike Source. Full HD, минимальные настройки графики. Это официальная стимовская версия, и на удивление было тяжело найти с кем поиграть. Попался только один серв с одним человеком. И вот такой вот озвучкой. Да, в общем, 50 кадров есть. На самом деле маловато, хотелось бы побольше. Итак, давайте подведем итоги. Что мне понравилось? Первое, это его форм-фактор, это прям вот мини-мини PC. Второе, это то, что он справляется с вебом, и то, что он стоит там что-то в районе 5,5 я на него отдал. Из минусов, первое, это то, что у него хоть и Type-C-шный блок питания, но от других блоков питания, которые есть у меня дома, мини-комп не завелся, он просто не включился. Возможно, мне не повезло с БПшниками, возможно, здесь какой-то необычный Type-C-шный блок, поэтому при покупке учитывайте этот момент. Второе, это скорее кулер, он здесь шумноват, он крутится с одной скоростью, у него не регулируются обороты. И третий минус, он достаточно горячий. Производитель задал потолок в 8 Вт. По тестам можно было заметить, что больше 8 Вт он не потребляет. Я находил настройки в BIOS, которые отвечают за разгон, можно поднять до 10 Вт, но я этого не сделал, так как во время тестов он и так грелся до 85 градусов. Я только не смог ответить на один вопрос. А зачем он? Если немного упростить процессор и убрать вертушку, то получится мини-ПК с пассивным охлаждением, который хорошо подходит под всякие Home Assist и так далее. А если добавить 1000 к его цене, то можно будет купить мини-ПК, скажем, на N95, N97. Эти процессоры вдвое мощнее, чем установленный процессор в этот мини-ПК Intel J4125. Этот мини-ПК по синтетике очень близок к Lenovo ZenCenter M79, на который я в прошлом году снимал обзор. Да, у Lenovo ZenCenter помощнее встроенная графика, но если бы мне сказали бы выбирать этот мини-ПК или взять ZenCenter, то я выбрал бы мини-ПК, потому что он новый, Б, он ест мало, и встроенная графика лучше справляется с воспроизведением в YouTube. Из минусов этого ПК могу отметить первое, это то, что нету Ethernet, возможно, кому-то он будет нужен, кому-то нет, лично я тестировал все на Wi-Fi. Из еще минусов то, что здесь мало USB-портов. Просто в первый порт клава, во второй порт мышка, и все, флешку подключать некуда. Я бы не отказался, чтобы на передней панели было бы, скажем, еще 2 USB-порта. На этом у меня все. Как вам этот мини-ПК? Делитесь в комментариях, я комментарии читаю и на них отвечаю. Скоро увидимся, пока!